Эта история произошла в глуби лесов тайги. Федор, опытный охотник, прекрасно знал местность вокруг. В течение своей жизни он смог поймать много разной дичи, и мелких зверьков, и крупных. Он всегда придерживался правил охоты и не злоупотреблял, следя за сезонами, и никогда не давался браконьерству. Охотником он стал не просто так. Зрелым вырос в городе, закончил ветеринарный техникум и работал на ферме. Однако потом он потерял работу, а семью нужно было кормить. Поэтому он решил хотя бы привезти домой свой улов. С детства его дед поучал его обращаться с ружьем и позволял охотиться. Вначале это было просто развлечением, затем превратилось в необходимость. В конце концов, жена не одобряла его частых прогулок в лес, и в конце концов она ушла. Мужчина оставил квартиру жене и сыну Егору. Он, в свою очередь, уехал туда, где чувствовал себя лучше всего, в тайгу, чтобы жить в домике своего деда. Его всегда манило в лес, ведь несколько поколений его предков были известными охотниками. После того, как Егор подрос, Федор решил брать его с собой, а его жена согласилась, понимая, что отец и сын проводят вместе время. Егор проводил все лето у отца в охотничьем домике. Его радовало, что сын тоже разделял его увлечение охотой. Их жизнь текла своим чередом. Однажды, во время одной из поездок Федора в соседнюю деревню, он выбрал привычный путь через реку по известной тропе. Лед казался прочным. Федор оставался бдительным и вдруг заметил что-то лежащее и дрожащее вдали. Он решил подойти ближе, чтобы выяснить, нуждается ли это создание в помощи. К его удивлению, он обнаружил волка. Хищник практически спрятался под водой, открывая лишь голову над поверхностью. Лапы волка зацепились за край льдины, и его глаза были закрыты. Казалось, что зверек уже исчерпал все силы и примирился со своей судьбой, пока вода вокруг него превращалась в лед. Федор достал нож и принялся ломать ледяную корку вокруг волка, после чего аккуратно вытащил его на поверхность. Внешне животное выглядело мертвым. Но Федор, как ветеринар, знал, что вид зрачков может указать на жизнь. Он взял фонарик, поднял веки волка и позволил свету озарить его глаза. Зрачки тут же сузились от яркого света. «Значит, он жив», — подумал Федор и, неподвижно привязав волка к своим плечам, пошел быстрым шагом обратно к своему жилищу. С каждым шагом ему становилось все тяжелее, ведь зверь весил примерно 60-70 килограммов, и ноги уже отказывались слушаться. Но Федор не думал давать отчаяния, ведь это было не то же самое, что охота. Животное попало в беду, и это тревожило. Федор, медленно продвигаясь, добрался до своего домика, сопровождаемый этими мыслями. Он уложил волка возле печи, укрыл его старым одеялом и сам переоделся, стараясь не заболеть, ибо Федор был промокший до нитки. Затем он начал согревать волка и восстанавливать его кровообращение. Федор наливал горячую воду в банки и ставил их у лап зверя, затем закрывал его одеялом. Через некоторое время волк уже явно начал дышать. Федор был уставшим и хотел спать, но старался не поддаваться сну и задумался о том, что будет, если волк проснется и встанет. Ведь это все же хищное животное. Между тем Федор, разогревшись, все равно заснул. Он проснулся от грохота, открыл глаза и увидел, что волк опрокинул стул и смотрит на него, не понимая, где находится и почему. Раздвинул челюсть, волк подал громкий рык, но вскакивал он только на передние лапы, слегка приподнимаясь. Федор понял, что задние лапы полностью обессилены. По всей видимости, они сильно замерзли в ледяной воде. Федор начал ухаживать за ним, поил, кормил и делал массаж задних лап волка, только аккуратно. Со временем Федор завоевал доверие зверя. С удовольствием он принимал от него пищу и воду. Федор переселил волка в сарай, чтобы ему было удобнее, а самому охотнику было спокойнее. За все это время он продолжал делать массаж задних лап, и зверь начал вставать на все четыре и немного передвигаться, хотя и шатаясь. До конца лета приехал Егор на каникулы. Он привез разные витамины для волка, и тот потихоньку поправлялся. Забавно, но как только Егор приехал, зверь разрешил ему подойти. Егор продолжал делать массаж, так же, как делал его отец. К
концу лета волк уже активно бегал и гулял с Егором. Он жил во дворе и ночевал на крыльце. Однако в конце августа волк перелез через забор и удрал в лес. «Что поделаешь, волк останется волком, он любит свободу», — сказал отец Егору. К зимним каникулам Егор также приехал к отцу. Он уже стал настоящим взрослым, ему исполнилось 15 лет. Они прекрасно проводили время, охотясь на мелкую дичь и гуляя по зимнему лесу. В один из солнечных дней отец поручил своему маленькому сыну поход в деревню за необходимыми продуктами. Однако, прежде чем отправиться в путь, отец настоятельно предупредил малыша. Идти до деревни и обратно нужно будет по старому мосту, ведь в этом году наступили долгожданные оттепели, и лед на реке стал ненадежным. Непоседливый Егорок, не желая тратить время на долгий обход, решил пойти напрямик ледяным путем. Юный исследователь полагал, что ничего страшного не случится, ведь такой путь оказался заметно короче тропинки через мост. По мере продвижения лед особенно болезненно прогибался под его легкими, а треск воздушной глади был вселенским предупреждением. Но ребенок стерпеть не мог рядовые ограничения и рисковал своей жизнью, двигаясь вперед наугад. И вот настал тот момент, когда тонкий лед не выдержал и поддался, оставляя маленького Егора под шумным потоком. Промокшая одежда каждой клеточкой ребенка, казалось, металась во тьме воды, заводя в направлении неизбежного конца. Холодом дыхание перехватывало, а его легкое тело погружалось все глубже и глубже, скованное невероятно холодным объятием. Но в самый критический момент Егор увидел приветливую фигуру настоящего волка, серого, словно тень. Всего лишь один взгляд на него, и мальчишка почувствовал, что надежда вернулась. Волк, знавший их дружбу с отцом, не терял ни секунды и ухватил малыша за шиворот, когда тот поднимался к поверхности. Яркие глаза волка светились, словно спасательный маяк в море темноты. Спасенный от подводной смерти, Егор осознал, что лишний миг пребывания в ледяной воде может стать для него фатальным. Он понял, что необходимо как можно скорее добежать до дома, чтобы дефектировать от злобного мороза. С максимальной быстротой малыш бросился вперед, чувствуя поддержку волка, бежавшего на его каждый шаг, непоколебимо провожая его до самого порога дома, словно надзиратель особенного охранника. Заслуженный отдых ждал маленького Егора в тепле своего уютного дома, когда отец, увидев мокрого и потрепанного сына, догадался о случившемся и, глядя на душевную связь между малым и волком, испытал смешанное чувство одобрения и благодарности. В последний раз взглянув на ребят, волк мгновенно стремительно исчез в глубине леса, оставив их только с незабываемым и захватывающим событием в памяти. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.